Если вы находитесь в сложной ситуации, вами манипулируют, серьезно манипулируют, и вы не можете с этим ничего сделать, вы находитесь заведомо в проигрышной позиции, ваших сил не хватает, ваших навыков не хватает, или, возможно, против вас играют несколько людей, и вы с этим ничего не можете сделать, можно воспользоваться одной замечательной техникой, которая, наверное, больше относится к цыганскому гипнозу, чем к техникам ведения переговоров. Вы начинаете щупать ценности и опоры вашего собеседника или собеседников. Без тени иронии, без сарказма, максимально конгруентно. Просто начинаете хвалить, ценить, просто называть то, что для человека важно, против чего он не будет спорить. То, что вызовет у него внутреннюю реакцию. Да, это так, я на это опираюсь. Вы по факту начинаете лапать его ценности и критерии. И такие внутренние опоры. Допустим, если вы находитесь на совещании, где вас в режиме шизофреногенной коммуникации как третье лицо начинают критиковать, вы просто начинаете хвалить этих людей. Вы большой профессионал. Вы большой начальник-босс. У вас очень много денег, у вас замечательная машина, у вас много имущества, у вас замечательная жена, у вас замечательные отношения со всеми вашими родственниками. Я прям смотрю и нарадоваться не могу. Вы профессионально управляете вашей компанией, или вашим отделом, или вашими сотрудниками. У вас впереди большое будущее и так далее. То есть то, с чем обычно цыгане или другие подобные товарищи подходят для того, чтобы немножко притушить бдительность и начать воздействие, гипнотическое воздействие. Когда человек слышит то, что ему очень важно, будет у тебя много денег, ждет тебя суженый красавец, богатый и знаменитый, все у тебя будет хорошо в жизни и так далее. Это внутри вызывает такой отклик: да, да, да. И я начинаю чувствовать зависимость, потому что о моих ценностях говорит другой человек. Он вводит меня в резонанс. Он начинает меня трансовать. Здесь то же самое. Что бы человек ни говорил, чтобы, например, эти люди, которые меня критиковали сейчас публично на совещании, не задумывали, они среагируют, они отвлекутся. Потому что я их заставил войти со мной в резонанс. Я как будто бы облапал их ценности, и теперь на их ценностях мои отпечатки пальцев, образно. Возможно, это ситуация, где вы не можете вступить в конфликт, допустим, навязывается драка. Или вам в принципе не нужен конфликт, а другой человек или люди на это готовы. То же самое. Ты очень сильный, ты самый сильный вообще здесь, самый крутой. Ты просто чемпион. Я думаю, ты любого побьешь просто. Ты мега товарищ. Самый крутой. И в жизни у тебя будет все хорошо. Денег много будет. Отношений будет. Впереди тебя ждет большое будущее. Или, допустим, после развода. Бывают такие ситуации. После развода. Либо мужчина, бывший муж, попадает под прессинг своей тещи и бывшей жены. Либо, например, жена попадает под прессинг союза бывшего мужа и свекрови. И она не может выйти из этих коммуникаций, потому что оба, например, такие тиранического, нарциссического склада характера. И она в каком-то зависимом положении, допустим. То же самое. Конфликтовать не вариант. У вас замечательные отношения. Я прям смотрю на вас, прям душа радуется. У вас все будет хорошо. Вас впереди ждет большое будущее. И там у тебя, дорогой, впереди много лет счастливой жизни с твоей новой семьей. Наверняка ты найдешь хорошего человека, и у вас будет все хорошо. У вас будет много денег, вы будете уверены в завтрашнем дне. И так далее. Смотрите, что для человека ценно и на что прямо сейчас они опираются. То, на что они не смогут не отреагировать внутренним таким «да». И то, в чем они были, если они были в нападении, они не смогут находиться.
вы их позицию собьете. Как минимум вы можете избежать конфликта, либо прервать нападение или манипуляцию.